Здорово. Начинаю прям сразу с магазина. В прошлой серии выполнил все задания в деревне. И теперь нужно идти в лес к партизанам, пробиваясь через кучу врагов. А зачем партизаны? Они там вроде как помогут мне с получением документов для Иугана, для того, чтобы отсюда смыться вместе с ним на машине. Машину я уже починил, но уехать не могу, потому что документов у Иугана нет. И еще насчет прокачки хотел сказать. Насколько я знаю, нужно качаться. То есть быстро по сюжету лучше не идти, врагов лучше не оббегать, а лучше как можно больше их убивать, потому что чем больше будешь вкачан, тем легче будет потом. Потому что там какой-то порог есть. И имеется в виду, можешь страдать потом в следующем акте, если недостаточно прокачался. А что значит достаточно, этого я не знаю. Ну а что с магазина начинаем? Да я просто зашел в магазин и увидел вот винтовку с оптическим прицелом. Это охотничье ружье, снабженное оптическим прицелом, несложное в обращении, точная мастерская работа. При этом чувствительно к грязи, легко повреждается в рукопашной, особенно оптика. Подходит для дальних дистанций при малом количестве противников. Требования: ловкость 7, интеллект 7. Интеллект у меня 7 вроде, да? Шанс на попадание +1. 7,92 на 57 маузер. 7 на 92, 57 винтовочный маузер. Так непонятно, собственно, смотри. Там один патрон. Калибр 7,92. Так какие используются? Или эти используются на другую винтовку? Еще смотри, вот винтовка с оптическим прицелом. И вот. Это стоит 252, а это стоит 238,50. А в чем разница? Вес тот же. Класс винтовки, патроны, калибр, все то же самое. Прочность 70. Требования те же самые и бонус тот же самый. Но это почему-то дешевле. Но я ее все равно возьму, потому что я хотел попробовать с нее пострелять. А вот патроны... Патроны. Вот. Вот такие. Понятно. Ружейные. Зашел к нему еще раз поторговать. Кожаную куртку защиты увидел. Роскошная куртка из медвежьей кожи. Во всех отношениях шикарная вещь. 4700 почти. 8 килограмм весит. Требования: интеллект, сила, ловкость, все нормально. Удача +1, защищенность +1 и +2. То есть +3. Странное обозначение. Ну и вот еще бинокль, шанс на попадание увеличивает. 1000 стоит. Теперь нашел ботинки. Пара высоких ботинок с крагами. Достаточно прочные и удобные. Несомненно, пригодятся вам во многих ситуациях. 285 стоит. Требования небольшие. Скорость +1. Быстрее бегать буду. Но мне от Иугана все равно нет смысла убегать. А Иуган может тормозить. Зачем мне быстро бегать? Ну, можно, с другой стороны, догонять быстрее этих чуваков, которые от меня будут убегать. Я же буду вблизи с ними драться. Но не буду тратить деньги пока. Если интересно было, то в замок вернуться нельзя. Он просто говорит: дорога в замок. С охранником поговорить нельзя. Не знаю почему, но в прошлой серии, когда я вышел отсюда, я просто мимо охранника прошел. То есть я с ним даже сам поговорить не могу. Непонятно почему. По идее, там должен был быть с ним диалог. Типа, я никого не впускаю, а я такой ему говорю, что я и не вхожу. Типа, я выхожу. Так что давай пока. Снарядился я. Для винтовки у меня интеллекта не хватает. Я на нее смотрю и такой типа, это куда нужно прислонять? Ну, в общем, интеллект на единицу еще поднять. И тогда смогу пользоваться. Попробую. Я вообще не знаю, что из этого выйдет. Обрез дробовика защиты. Не знаю.
посмотрю, а этому я патроны от пистолета купил немного. У него пистолет. И, наверное, знаешь еще, что нужно сделать? У этого рукопашный бой, да. Да, смысл в ноже отсутствует, я понял. Так, лес. Ну и здесь желательно, короче, не перебегать. Так, это я отсюда вышел, получается, да? Эта дорога, получается, ведет сюда, в замок, где я был, в тюрьме. А вот эта дорога вела на кладбище. Ага. Потому что церковь какая-то, и когда я на дорогу наводил, там была территория, написано было кладбище. А это, получается, в лес, это сюда. И можно, знаешь, вот в чем еще прикол прокачки. Можно, типа, пойти просто как можно быстрее сюда. Я не знаю, как это возможно или нет. Тут же нужно бегать просто по территории, искать входы, переходы на другую территорию. И тут переходы, наверное, квадратами как-то будут выполняться. Но, короче, ты понял, о чем я. Что можно как можно быстрее сюда прийти, но желательно уходить и все территории почистить. Типа во все сходить, куда возможно. Ну, погнал. Блин, я каску так и не купил. А, наверное, я ее не купил специально. Для того, чтобы... Да. Для того, чтобы ее выбить с какой-нибудь твари, например, вот с этой. А ты что так далеко отходишь? Вот. Лечись, лечись, Иоганн. Так, а как мне... Или я во время боя могу поменять оружие, да? Просто я хочу выстрелить. Он не лечится, если бинтов здесь нет, да? Я забыл этот момент. Так. И что еще я хотел? Ну, то есть... Нормально, нормально. Надо просто... Время на перезарядку, видишь, вот это показывает. Но оно, короче, длинное, долгое. Набор инструментов. Как он ломается быстро от стрельбы? 64 уже. Поганство. А у этого 85 120. Ну да, пора ему уже это. Ну надо воспользоваться вот этим. Или что это? Ящик оружейника. Вот. Почему я его оставил, хоть он занимает 4 ячейки, но просто видишь в нем сколько в нем было очень много очков, единиц починки. А у меня такой же был, но он всего 45... Не-не-не, он сколько-то там вмещал. Короче, мало. Вот что я могу сказать. Так, это тебе. На подлечиться. Ладно, давай-ка ты носи пока патроны. Да и вот эту фигню тоже ты носи. И вот это тоже ты носи. Ну как-то так. А это пусть у него как-нибудь вот так будет. Да. Эти патроны держи вот здесь. Вот так. Можно и обрез, в принципе, починить. Я вот не знаю, до какого процента оружия, состояния оружия нельзя доводить. Вот этого я не знаю. Типа, если будет... Блин, перед тем, как починить, надо было на урон посмотреть. Ну ладно, 24-36, да? (24-36). Вон еще вижу.
Еще один выстрел. А, он слишком близко ко мне подбегает. Я понял. Но он по мне попасть не может, поэтому проблем нет. Смотри, уже 92. То есть стоило выстрелить. Стоило выстрелить 2 раза и уже 92%. 24-36. Точно такой же урон. Бинт. Деньги. Вино. Курочка хлеба. У меня уже 544 денег. Так, курочка хлеба. Но это тебе по-любому. Это тоже тебе. Это тоже тебе. Можешь прямо сейчас похавать. Это потом выпьешь. Так, ну и патрончики можно подкинуть. Это пока сейчас врагов не очень много, а потом, блин, начнется. Наверное, знаешь что? О, класс, он отсюда один патрон берет и заряжает. Это круто. То есть он не тратит патроны все. Шеф, подожди! Надо, наверное, Шеф, патроны. подожди! А чё ты постоянно просишь меня подождать? Ты не уставший. Вон он еще, вижу. Вот что я хотел. Во время боя вот так сделать. А, вон уже сдох. Понятно. Может быть, есть возможность как-то быстро это делать? Нет, нельзя. Ну, по крайней мере, я не нашел такой возможности. Так, обойма, парабеллум, картошка. Да, класс, да? И как это? Пиксель-хантинг. Ищешь, где предмет лежит. В этих пикселях. Ля, смотри, сколько ножей. Мне, короче, можно вот это вот добро убирать. И пользоваться ножами спокойно. Враги воскрешаются, да, но насколько быстро, я не помню. Такое ощущение, как будто он по мне все-таки попал. Иоганн, нет аптечки. А, это старое сообщение. Стал мудрее. А кто из вас стал мудрее? Иоганн, да? Ну, кстати, он уже тоже 4 уровень. Так, прокачать ему холодное оружие, потому что, ну вот смотри, видишь, по грани ходим, то есть патроны кончатся и все. Можно, конечно, закупиться и не страдать фигней, но, блин, почему бы нет? Быстрая атака позволяет быстрее атаковать в рукопашный. Хотя у него рукопашный бой есть. Не успел ваш враг подумать о том, как бла-бла-бла, и вы уже... Позволяет быстрее атаковать в рукопашный. Ну, я не знаю, насколько это хороший навык. То есть стоит прокачать холодное оружие. И с ножом драться. Или прокачать быструю атаку. Вообще не знаю. Вот смотри, в рукопашную урон 2,2. И сейчас я вкачиваю холодное оружие. И даю ему... Нож, даю ему урон 2,4 теперь. 2,4, да? А если я ему быструю атаку кидываю, позволяет быстрее атаковать. Это как-то пересчитается на урон. Все равно 2,2. То есть, ну непонятно. Ну ты понял, да? Типа, сколько я нанесу урона? Блин, это надо проверять вот так. Минус 7, минус 7. Ну ты видел, да? А вот если я ему холодное оружие вкачаю и дам нож,
Ты видел, да, там с какой скоростью? Минус 7, минус 7. Вот так вот. Смотрим теперь, как... А как тебе это? Догоняй, догоняй его. Догоняй. Я не хочу бить, чтобы мне я не мешал этому. Блин, он убегает. Минус 5. Минус 3, минус 5, минус 5. Минус 5. Как будто, знаешь... Блин, очень интересно. Как будто... Ну, ты сам видел. То есть я в рукопашку наносил урона... В рукопашку быстрой атакой наносил урона больше почему-то. Типа не быстрее, а больше. Быстрая атака. Давай быструю атаку поставлю. Ради разнообразия. И в итоге ножи все будут мои. Пули закончатся патроны у него. Будет драться на кулаках. Иди сюда. Бинтик. Обойма. Но это на маузер. Это все на продажу. А скоро он будет уже кулаками махать. Так, здесь я был, да, значит можно уже выше. Подожди. Здорово. Да блин. Я нажимаю D, чтобы войти в бой, а нажимая на D в итоге отменял этот режим, и поэтому Обойма 7,90. фигня получалась. Постоянно выходил из режима, в который пытался зайти. Так, ну это тебе тоже. Хотя все, наверное, ему отдавать нет смысла, но так уж получается. То я ему все отдаю. Я имею в виду по лечению. Ну, мне, в принципе, можно еду оставить. Ладно. Хотя, видишь, мне до сих пор ни одну единицу здоровья не сняли. Шеф, подожди. Видно было бы их. Было бы хорошо, вообще не видно. Может быть, потому что их тут нет, поэтому их и не видно. Локация лес. А вот в темный лес. Иуган, нет инструментов. Что это значит? А, ну да, пистолет, смотри, покоцанный какой. Спасибо. Капец, они ломаются и будь здоров. Очень быстро ломаются. Все. Расстреляли. Бинт. Корочка хлеба. Обойма. И сырок. Так, ну опять вот эта вот фигня. Бинт. Бинт это хорошо. Но вот много еды это уже нехорошо, это ему надо. Я нож чинить пока не буду, потому что у меня уже есть нож. Но вдвоем мы справимся, давай. А этот вообще суетится, что-то бегает. Давай, давай, его докромсать надо. Да, винтовка, вот в чем проблема винтовки. Я ту снайперскую винтовку взял, потому что мне... Ага, подожди, вот что началось. Он начал ломать пистолет. Не надо ломать пистолет. Кстати, их сюда можно класть? Нет. Все, бей в рукопашную. Я не буду чинить нож, потому что у меня еще два. Поэтому сломается, я надеюсь, он исчезнет. Так, я стал умнее. У меня винтовки вкачаны, пистолет вкачан, рукопашку. Вот у меня смысла рукопашки, наверное, нет, потому что, ну зачем? Починить, вот не знаю, я просто пока такого еще не встречал. Может быть, я где-то и увижу что-нибудь, что можно, знаешь, починить. Пока не буду это вкачивать. Пока я, наверное, интеллект вкину. Потому что чем раньше, тем лучше. Да? Смотри, ловкость 7, интеллект 7. Ловкость 13, интеллект 7.
Да, отлично. Теперь я могу опробовать эту тему. Но, наверное, не здесь, да? Да, когда перейду в место посерьезнее. Жаль. Просто игра, ты понимаешь, в каком плане казуально. И этой казуальности очень сильно не хватает отметин на карте, чтобы видеть, где враги. Да. И вот, кстати, мне куда пойти? Мне пойти сюда или мне пойти сюда? Или как? Ну, я пришел отсюда. Вот дорога идет. Вот там темный лес. Вот туда. Если я пойду по дороге. Или это и есть самый короткий путь? В дремучий лес. Ладно, я вот думаю, короче, давай я просто зайду. Так, дремучий. Я был где-то здесь, дремучий, это возле танка, да? К лесу. Вернулся к лесу. Да, то есть я вот был здесь. Это дремучий лес, и это ближе. Это здесь. Шеф, подожди. Но я так и так все равно все территории исследую. Я просто думаю, в какую пойти лучше вот прямо сейчас. Так, вот темный лес. Да, эти переходы, конечно, странные. Ага, а это немножечко выше. Наверное, темный лес. Потому что я дальше ухожу. Вот я думаю, интересен ли геймплей вот такой вот. Да, ты ко мне подойди, братан. Братан, ты что делаешь? Я же говорил тебе быть ближе, мы бы вдвоем его убили, а этот, получается, бегал все это время, понял? Урод. Я в итоге его один замочил. Вот, нарвались на еще одного. Мы не должны отдавать ему отбегать. Ну, по мне бил, но ни разу не попал. Лошара. Я же тебе сказал. Хотел тебя попросить, в бою держись ко мне поближе. Как скажете. А чё ты не бегал от одного к другому, придурок? Обойма, набор инструментов. Вот тебе обойма, вот тебе набор. Да и тебе тоже этот. Чтоб он мне не мешал. А я пистолет не чинил, да? Поэтому он поломан. Ладно. Ну, пока пусть он будет. Маловато патронов. И лучше в опасной ситуации использовать... Ля, опять дорога. А эта дорога откуда идет? Понятно, тут такая вот стилизованная карта. Опа. Ящики. Ловушка. Красиво. Но, помнишь, немножко... Что такое? Я немножко назад отмотай. Я бежал, и Оган такой... Айн момент, говорит. Может быть, он замечает ловушки? Не знаю. А здесь, походу, мины везде разбросаны. Оружейные патроны. Противопехотная граната. Даже меня взяли, покоцали, но у меня есть супер картошка. Оружейный патрон, ага, это вот этот мой, противопехотная, да, можно мне, потому что у меня метание прокачано. Ну, смотри, гранаты. Способность бросать гранаты у меня есть. Так, а тебе... Да, похавай вот это, похавай вот это. Вот можно бутылку, но... Когда, наверное, перевес будет, тогда я ее бахну. А пока пусть будет так.
Так, что еще? Да, больше ничего. Я не знаю, туда стоит идти. Там же, как я понимаю, я правильно понимаю, туда лучше не идти. Вот туда, там мины. Может быть, они будут не везде, а может быть и везде. Ящики на самом деле такие себе, знаешь, но я не особо кайфанул с того, что выпало. Здорово. Херачим, херачим. Все, зарубили, тварь. Картошку выбросил, корку хлеба и бинт. Вы не хотите там вот каску забрать, например? Нет? И картошечка вот как раз будет 42. И сыр тебе. Офигенно встали. Ну ладно. Главное убить. Скоро ножик сломается. Шеф, подожди! Так, здесь перехода... А, вот есть страшный лес. Дремучий лес, темный лес. С дремучий, темный. А тут, наверное, где-то страшный будет. Интересно, когда... Как часто... Ага, это уже здесь. Тут получается лес, тут темный лес, тут страшный лес, тут дремучий лес. Название, конечно, офигенное. Как часто или как быстро воскрешаются противники, интересно. Воу-воу-воу, вот это уже серьезно. Я думаю, здесь мне нужно взять вот такую тему. Давай-давай, выстрели. А ты что так долго Смотри, что делает. Ты видишь, да, что он делает? А что это такое? Очень странно. Патроны уже были. Ладно. Быстрее зарежу. Ну, хотя бы одного. Хотя бы одного зарезать. А вот теперь можно разобраться, в чем дело. Просто выключил режим стрельбы и включил. Иногда, видишь, я пропадаю даже. Вот персонаж. Так, у него нормально. Походу, в меня стреляли все это время. Но я уворачиваюсь от этих пуль только так, поэтому... Кстати, ты погляди на пистолет вообще ничего не падает. На одну винтовку только. Интересно, почему? Не заменяли. Ну, знаешь, я выбежал с таким вооружением, типа обрез взял. Может быть, противники тоже становятся как-то сильнее. Я не знаю, как здесь враги меняют свой уровень. Бля, вот ублюдок, да, бегает и бегает, офицер, блин, вермахта. Надо Интересно, если его замочить, что-нибудь меняется? Ну, то есть его первого. Давай, давай, давай. Зарубили. Партизанский командир. Сломано. О, да, оно исчезает. Умри, ублюдок! Оно исчезает, круто. Все, то есть сломано не надо там выкидывать или продавать. Но, кстати, ты видел, написано было сломано. И оно не сразу исчезло. Возможно, когда написано сломано, вот этот навык починки, который там есть, починить, он, наверное, позволит починить. То есть вернуть этот предмет в состояние пригодное для использования. Так, мне бы теперь забрать это все. Вот это и вот это. Вроде все там. Так, это в лес. 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 Так, это в лес
Так, тут переход показывается. Это удобно. Раньше вроде не показывался. Так, патрончики. Вот, новые какие-то выпали, я видел. Противопехотную гранату я пока поберегу. Патроны вот тебе. Покушать мне. Обойма Вальтер, но у меня этого пистолета нет. Вот ему бы этот пистолет, может быть, да, я бы дал. Так. Что еще? Кулаки у него не ломаются, да? Поэтому чинить ничего не надо. Никто там не прокачался случайно. Перехожу дорогу. Ну, сейчас пойду вот сюда. Вот здесь, я помню, мины взрывались. Немного урона наносят, но все-таки наносят. А возможно, они ломают здесь предметы без следующей части, которая жаркое лето, что-то там. Какой-то год, 1943, вроде не помню. У предметов тоже есть прочность. И эти предметы надо будет чинить. Это вообще, конечно, вот тут бегаешь, напрягает. А вот тоже переход. Только жаль, не написано куда. Здесь бегаешь и напрягает только инвентаризация, вот это вечно вручную все делать. А в следующей части Шеф, подожди! там будет весело. Да пофиг, я пойду все равно. Тем более здесь есть дружок. В следующей части надо будет постоянно чинить вещи, которые кромсаются из-за выстрелов, из-за ударов по тебе. О, да, там еще эти арабы, у которых куча сабель, и они бьют очень быстро, много. Подождите. Что это такое? Не знаю, зачем он это говорит, но ладно. Может, предупреждает. Не обязательно об опасности, а просто предупреждает. Кстати. Тебе же покушать надо, у тебя здоровится. Подупало. Бинтики как раз в тему. Так, можно пониже, но там вроде уже ящики сразу начинаются. Да, и остается эта самая верхняя часть. Вот здесь. И тут вроде... Да, перехода здесь нет. Вот он, еще один ящичек. Здоровенный охранник. Ну-ка, подлетаем. Херак. Отпинали. И что у тебя здесь? Деньги. Вот непонятно, правда, сколько денег роняют. Вот 766. Видимо, мало, да. Потому что... Ну, не написано здесь. Было бы удобно. Кстати, 0-0. Давай просто заряжу, чтобы было. Ну и все. Так, получается, я сейчас перейду вот сюда, а потом еще надо будет вот сюда, а потом уже вот сюда идти. Тут мне, в принципе, без разницы, куда и туда надо. Страшный лес. Сохранюсь. Да, это здесь. Пойду поверху сначала. Уже слышу кого-то. Не внизу. Вот он. Офицер. Иди сюда, тварь. Иди сюда, тварь. Иди сюда.
Оп. Фигак. Нормально, да, тебе прилетело? Все нормалек. Только тебя кромсают, да? Ладно, выпивай. Носить пока нечего. Но килограммы мы тебе увеличим. Так. Убил офицера. Ну вот непонятно, правда, что значит этот офицер. Типа убил и убил. Шеф, подожди. Может враги слабее, может их меньше, может... Непонятно. Пустота. Ага, втроем. Наверное, надо воспользоваться... Ты же будешь, да, лечиться? Ты же не дебил? Перекос. Что? Что-то очень интересное. Иоганн использовал бинт. Молодец, не тупой. То есть, когда мало здоровья, тогда он начинает лечиться. Я понял. Но я больше его здоровья потратил из-за того, что я не понимал, что за перекос. Перекос какой-то блядский. Ну ничего, у меня выпала целебная картошечка. И лечебный хлеб. Вот так. Вроде бы кажется, типа, много, этих блинов, грибов, да, много бинтов. А на самом деле в этой игре именно вот так вот все и расходится. Типа ты смотришь, такой, ля, вооружился, столько патронов. Прям дохерища. А на самом деле нет. Раз, и оно куда-то исчезает. Ну, у меня не особо, но вот видишь, бинты. Раз, и нет бинтов. Так, я пошел вот так. Ну да, пойду дальше. Так же. По квадрату. Дремучий. Ein момент. Кричит мне. Так, почти добежал. Надо отдохнуть. А то в бою оказаться уставшим. Шеф, подожди. Это будет неприятно. Здорово. Да блин, куда ты бежишь? Взял их на себя тоже. Натравил. Ну ладно, быстро, мы их быстро раскидаем. Давай, раз. Солдат вермахта. Что-то довольно-таки быстро, да, у меня без пистолетов солдаты пошли. Что-то в основном винтовки. Бля, вот ублюдок, а. Бегает и бегает. Наконец-то винтовка выпала. Не то чтобы я ее прям ждал, но все равно. Что-то ни одного оружия постоянно. Только патроны. И деньги, копейки жалкие, там всего лишь 800. Маузер. 160 прочность. Так, а у тебя винтовок нет, только у меня пока винтовка есть.
Но у тебя есть... Что? Что я хотел посмотреть? Это же класс пистолеты, правильно? У него тоже есть пистолеты. Поэтому передам-ка я ему, наверное, дробовичок, правильно? И у него заодно повысится, видишь, защищенность. Да и удача тоже. Но кулаками он это... Он не лошок. То есть у него кулаки нормально прям выносят. Винтовочка 2.12 урон дает. Нож 2.5. Но нож быстрее. Посмотрю. С тобой вместе как стреляет. Но дробовик мне понравился. Если говорить про дробовик, вообще классно. В бою можно поменять оружие быстро. Да и перезарядка, в принципе, быстрая. Меня не напрягает она. Но даже если не хочешь перезаряжаться, то оружие поменял. Раз-раз, все. Супер. Короче, мне нравится, мне заходит. Еще гранатой бы воспользоваться когда-нибудь. Надо. У этого все в патронах, блин. Не то чтобы я как-то от этого страдал. Так, надо вот эту использовать. Вообще вот здесь у меня лечилки разные были. А вот здесь патроны. На винтовку прям смотри. На винтовку прям будь здоров. Патронов до хера. Так, здесь я был. Теперь здесь надо. Теперь ему надо сказать, что в бою держись меня в стороне во время боя. Потому что я буду... Я буду на расстоянии. Минус 5. И что это такое? Это все благодаря Иоганну. Иоганн снял ему почти все здоровье. А я такой пиу и минус 5. Пиу. Именно вот такой звук должен быть у моего выстрела. То есть... Я уворачиваюсь нормально и все, да? Минус 7. Окей. Бля, подбежал меня резать. Минус 5. Сильнее стал. Давай, руби его. Бейш, минус 8. Минус 12. О, минус 12. Перезарядил. Но плохо вот что. Плохо вот что. Но если ему поднять... То есть с дробовиком... Вот он с дробовиком вообще ништяк. Он прямо активно... Он, короче, активно патроны использует. Вот ему нужно давать различные оружия. Кроме, наверное, оружейных вот этих вот патронов и снайперской винтовки. А вот все ему, вот ему полностью отдавать, а я буду с ножом и с чем-нибудь таким, типа, если я захочу. Но это я сейчас прикидываюсь, то есть, может быть, это плохой выбор, может быть, я от этого пострадаю, я не знаю, как поведет игра в этом случае. Но смотри, еще какие-то есть патроны, то есть можно ему оружие отдавать, а я вот чисто чем-то там конкретным буду пользоваться. Пока такая идея. Посмотрю, как оно будет дальше. Так, собираю картошку. Да, к сожалению, здесь кнопки нет. В следующей части вроде она есть, чтобы собрать все рядом лежащее, а не вручную вот это вот. То есть в этой части, короче, все вручную. Ты все делаешь вручную. Это не очень приятно, конечно. Бэйш, минус 35, видал? Вообще красавчик. Но я должен был поиграться сначала сам, а потом, естественно, отдать. Так. Хотя, подожди. Прочность 144. Вот так, раз. И все. А это на продажу. Так, все подобрал. Все подобрал. Все исследовал. Но вроде наверху там кто-то есть. Возможно.
А возможно и... Все. Этот парень же у меня прокачался. 5 уровень все-таки. Так, пистолеты, холодное оружие, рукопашка, винтовки. Эксперт-подрывник. Находить, избегать или обезвреживать все виды взрывчатки. А это вот эти типа мины, наверное, или которые в ящиках как ловушки установлены. Так, неожиданность. Всегда лучше застать врага, купающимся в ванне, чем смотрящим на вас сквозь прицел своей новенькой МГ-42. Повышает ваши шансы застать персонажа врасплох. Ну, нет в этом смысла, я думаю. Не знаю, зачем это. Причем персонажа. Типа, а если их трое? Ну, одного я... Что, застал врасплох, а остальные? Короче, да. Я ему... Кстати, ему вроде бы нужно, если я захочу снайперку, вот это сделать, поднять. Но мне это не надо. Короче, ловкость. Да, все, надо ловкость качать. Вот, защищенность стала 2 сразу. Да, надо вкачивать ловкость. Наверное, я не был в дремучем, да? Кстати, переходишь в другую территорию, и выносливость восстанавливается сразу. Дремучий лес, да, я был вот здесь, а зашел вот с этой стороны теперь. Ну и все, да, это весь лес получается. И теперь мне нужно найти переход. Хотя как-то не особо логично, да? Кажется, что... Плевать, короче. Нелогично только одно. Почему до сих пор никто не сдох, если я на этой территории? Подожди. А ты что, устал? Опа, кто-то слева. Собака с ножом. Ах ты гнида. Все, четкость. Можно нажать перезарядку. А, можно этот магазин... Он не дополняет, он меняет магазины. Прикольно. А почему он не перезаряжает? Или у него уже 2 там? Нет, у него не 2. А что не перезаряжаешь, когда я нажимаю перезарядку? Урод. Ну, в принципе, нормально, слушай. Я думал, у меня будет инвентарь полон дерьмища, и я еще даже с первой локации не выйду. А я вот лес почти пробежал. Зачем впритык подбегать? Ну ладно. Ну, типа я жму выстрелить, а он впритык подбежал аж. Может, я промахнулся на самом деле? Так, это к лесу опять. То есть в той локации, где я был. Так, это я в центр не пойду. Сначала я пойду сюда. Подождите, подождите, кричит. Нечего ждать. Надо мочить. Выносливость. Чуть-чуть подниму, давай. Так, здесь тоже пусто. Все, устал. Шеф, подожди. Шеф, подожди. Че, вы в центре все собрались, что ли? Потому что, смотри, пробежал, ничего нет. В центре, наверное, стоят. Да, вот они, о, понабежали. Стрелять будешь? Или ты просто так стоишь? Давай, давай, стреляй. И этот стоит впритык. Ой, в смысле... А почему он так делает? А потому что у него кончились патроны. Если у него кончились патроны... с кулака он, наверное, будет мощнее, чем с пистолета, да? Ну, ладно. Раз патроны есть, пусть постреляет. Здоровье... Ну, можно, в принципе, ему помочь подлечиться. А я могу, кстати, и...
Гранату метнуть. А я своих кромсаю, интересно, или нет? Когда гранаты кидаю. Ну смотри, нормально. Как будто нормально. Что-то я не особо заметил, кто там что. Кто сколько урона получил, но... Они быстро откинулись. Вот что я могу сказать. Так, это починить. Ты что не чинишь? Во. А вот это не надо, это продать. Это тоже продать. Красиво, красиво граната. Граната вообще залетела прям. Сейчас соберу это все. Нормально зарядился с этой тусовки. Еще один пистолет и патроны к дробовику. Правда, один. Магазин еще. И вот на винтовку смотри. На маузер этот вообще патронов. Просто застрелись. Хоть вдвоем стреляй. Нормально вообще. В центре засели, я только немного отбежал. Так, кто-то у меня там сильнее стал, я слышал. Ну что еще? Дымовая завеса. Неинтересно прятаться, скрытность. Меньше шансов увидеть персонажа у врагов. Неинтересно. Минер. Игрок оставляет позади себя мины. Мины должны быть в снаряжении. Не стоит спешить во время отступления от превосходящих сил противника. Всегда есть время оставить позади себя маленький взрывчатый сюрприз для ваших надоедливых друзей. То есть, нажимая F3, если мина будет в снаряжении, то можно поставить мину сзади себя, и типа тот, кто меня догоняет, умрет. Наверное. Не знаю уже, насколько много урона наносит это все. Неприятные взрывчатые предметы, лежащие в земле, ваши маленькие друзья. Вы можете взять их с собой на прогулку и познакомиться со старыми друзьями, способны собирать найденные вами мины. Минер. То есть ты нажимаешь, бежишь, мина. А что такое сапер? Стационар. Типа в чем разница? Просто ставить найденные вами мины, собирать. Собирать это в смысле я нашел, разминировал и собрал, я понял. Но если ставить сапер, тогда вместе с сапером надо и минера еще. Чтобы уж если нашел мины, то и воспользоваться ими же. Но как часто мины эти будешь находить, непонятно. Ну и оглушение тоже. Что такое временно оглушать близстоящего противника? Близстоящего. Ну типа... Короче, непонятно. Не очень понятно. Эксперт-подрывник. Находить, избегать, обезвреживать все виды взрывчатки. Ну, рукопашка, бла-бла-бла. Наверное, что? Силу еще вкинуть в кого-то? Как думаешь? Ловкость, интеллект я уже поднял. Здоровье мне поднимать не нужно. Видишь, у меня даже не попадают. Но можно еще ловкость, наверное, поднять. Наверное. Я не знаю. Интересно. Да, поставлю еще. Можно было бы посмотреть, но я об этом подумал поздно. Потом посмотрю. Ну, как изменилось бы... Может быть, скорость стрельбы изменяется и точность. Не знаю. Ну, в смысле, если винтовки поднять уровень, то я что, буду... Что? Как моя стрельба изменится? Типа, урон у винтовки увеличится, что ли, или что? А ты что не стреляешь? Зачем ты подбегаешь впритык? Ну, видишь, достаточно медленно. Ну, то есть... такая себе история. То есть эта винтовка как будто... Не знаю, так себе. Бедного кромсают. На тебе еще вина. И вот еще вина. Куча всего. Пистолетик. Одна обойма. Причем разряженный пистолет.
Так, вот тебе еще, вот тебе еще. У меня уже места нет из этих патронов. Пока, короче, я каких-то проблем с патронами не испытываю. Очень интересно, что это означало. Ну, впечатление от игры у людей какое, что здесь лучше не использовать оружие. Шеф, подожди! Прям акцентные там поставили, что не использовать оружие. Одного калибра, чтобы патроны экономить. Чтобы разные персонажи пользовались разным оружием. Типа зачем? Ну, прям акцентные там поставили. Я что-то с винтовки я даже не успеваю эти патроны выстрелить все. Ну да ладно. Так. А здесь я перехода не нашел. То есть вот только наверху переход. Вот в страшный лес. В страшном лесу я был. В дремучий лес. Я, наверное, просто где-то, может быть, я не открыл. Понял. Переход. Вот еще врагов встретил. Ты что не стреляешь? Ну что ты делаешь? Почему он такой дурак? А почему его ган побежал впритык? Потому что кончились патроны. А если кончились патроны, надо бить в рукопашную. Ты же рукопашник. Почему-то останавливается иногда. Давай, давай, давай. Все. Зарубили набор инструментов охотничьего. Это я в страшном лесу вот пошел наверх. Шеф, подожди! Опачки, еще один. Интересно, они Я их пропустил или это новые? Интересно. Так, опять патроны. Бинт. Вот тебе бинт. Лечись. Давай избавимся уже от этого саквояжа. 5 очков осталось. Места много занимает. Здоровенный с ножом стоит. Здоровенный охранник. Че охраняешь? Лес охраняешь? Ничего не выпало. Так, я никого не пропустил. Там никто не поумнел. Во, смотри. К лесному домику, вот видишь. Пропустил. Надо прям по границе карты бегать. Лесной домик. Ну, я нормально выживаю, мне не тяжело. Просто патроны весь инвентарь забили. Ну, это так себе страдания, да? Мины вообще не беспонтовые, непонятно, что это такое, зачем это. Типа какой-то урон наносят, ну и все. Типа этот урон небольшой. Так, точно, туда не пройти? Солдат вермахта, здорово. Давай, руби его. Руби давай. Не давай ему отходить. Бинт. И обойма вермахта. Ну вот еще один. Интересно, если я нажимаю, я помогаю? Кстати, да. Постоянно нажимая, я, получается, анимацию ускоряю, понял? И типа постоянно бью. Прикольно. А стрелять ты тоже быстрее будешь, что ли, или как? Интересно. Лесной домик.
Я хотел к нему позже прийти, в итоге пришел прям к нему. Шеф, подожди! Да, надо отдохнуть. Все, побежали. Главное не прерывать удар, понял? То есть, о, да, вот сюда бы кинуть гранату, слушай. Так, сломалась. Но я не хочу гранату сейчас тратить. То есть можно ускорять анимацию, а можно... А я ему сказал... О, это что такое? Что такое? Можно, интересно, с территории убежать? Но пока я за себя не переживаю, я думаю об этом. Все. Больше нечем лечиться. Да. Бинтики кончились. Ну так получилось. Нарвался. А, переход повыше. Блин, он сдох. Тварь. Так. Ну, тут лесной домик недалеко. Давай-ка я... Давай я ему скажу, чтобы он держался поближе. И он будет на... Да, на кулаках тоже. Он будет на кулаках, но он будет рядом со мной. Да, я пойду вот таким образом. Не по краю, а вот так. О, там кто-то откинулся. Солдат. Вот и все. По одному сейчас раскидаем. То есть в город смысла нет бежать. То есть я и так справлюсь. Я не могу это сделать. Хотя, блин, зачем я разряжаю их? Так место больше занимает. Тебе бинтик. Да, можно и вместе с патронами продать. Я что-то поразряжал, такой типа экономист. Так, патроны. Нож как быстро сломается, интересно. Давай вот тут. Вот здесь побегу. Да, я же нажал, почему не бежишь? Бей его, ну. Прикол, да? Типа я жму, а он думает. И в итоге тот стреляет, я понимаю, да, прикол такой. Почему вы не бьете? Я не хочу, чтобы мы на тех нарвались, вон уже бегут. Шеф, подожди! А возможно вот в этом проблема, видишь? Ножом сложно, ну и на них постоянно нужно сжать, чтобы быстро их убивать, понял? Вот видишь, я его зарубил, потому что вот он стоял на месте. А вообще ножом довольно-таки сложно. Особенно если он не один, потому что он начинает бегать из стороны в сторону. А они при этом стреляют. И выпало всего из полезного 2 бинта. Но ничего. Главное, бинты потихоньку падают, и это самое главное, правильно? Правильно. Чтобы мой парниша окончательно не сдох.
Главное, никого другого к себе не подпускать. Мне они не нужны. Вон еще там наверху. Опа, 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 опа. Сами подрываются пусть. Прибежит кто-нибудь? Шеф, подожди! Стоят. Шеф, подожди! Один стоит. Зарезать бы его. Все, не убежал. Собака. Я знал, что он хотел убежать. По-любому. Вон еще. Режем, 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 режем. О, отлично. Даже своего рода такой активный бой получается. Прям такой эффект присутствия, потому что я сам его закликиваю, как будто режешь его, как тварь. Так, картошка, бинт, обойма и ящики. Опачки. Да ладно. Все уже. Перетасовал все. Остаются ящики. Заминированные будут, интересно. Типа 993 денег у меня, да? Вот тут деньги. Ну и что это? Какие-то мизерные суммы мне даются, непонятно для чего. Мина и бахнула, я встал и сразу в бой, сразу рубить. Кромсать на куски. Я стал сильнее! Новый уровень, не подлечился. Парнишка этот. Иоганн. Так, бинт, маузер. В меня даже умудрились попасть, слушай. Картошечку похаваю. Пистолет все никак не выпадет. Обойма Вальтер ППК выпадает, а вот пистолет не выпадет никак. Так, это тоже тебе, это тоже тебе. Так, ну если ты силен, 6 уровень тоже, как и я. У тебя тут новой способности, кстати, нет. У тебя тут, ну, неожиданность. Застать врасплох. Ну вот, тут очень интересно. Может быть, если бы я, знаешь, у себя поставил что-то подобное, там есть, типа, какая-то фигня оглушения и прочее, вот тут неожиданность. Может быть, это как-то бы и сработало, не знаю, но не буду. Не буду ставить. А вот насчет винтовки интересно. Очень даже. То есть, может мне ему дать винтовку. Пусть стреляет с этой винтовки. Хотя, с другой стороны, я хочу ловкость дальше прокачать. Вот уже защищенность 3. А у меня 7 вообще. Хоть у него здоровья больше, по мне никто не попадает. Да, это очень даже хорошо. Тут кто-нибудь остался? Вот тут, возможно, в центре сейчас кто-то будет. Да, вот он. Давай руби, вот что стоишь, думаешь. Да, вот это, видишь, приколы вот эти ты жмешь. Он что-то вокруг него начинает бегать. О, ну, значит, что? Я думаю, довольно-таки хорошо, да, получилось? Ну, давай руби, а что стоишь? А, я нажимаю на врага, но имя-то там мое. Я типа на себя навел. Да заруби его уже. А, идиотизм. Прикол, да? Ай. Да, мне надо же их сюда положить. Перезарядочка. Ну почему не выстрелишь? Во, выстрелил. Красиво.
С одного выстрела убивает. Ты заметил? Вообще красота. Красотища, я бы сказал. Этот на суете со своими 20 здоровьями. Чё, кого еще перемочить? Так, ну вот он этот центр. Возможно, все на этом. Маленькая деревянная лачуга стоит на западной опушке леса. Должно быть, она предназначалась для охоты в те дни, когда принято было развлекаться охотой на животных, а не на людей. Сейчас она выглядит полностью заброшенной. Маленькая дверь, похоже, не очень-то хорошо открывается, но если разобраться, зачем вам вообще туда лезть? Когда вся эта дурацкая конструкция может обвалиться и положить тем самым конец вашим приключениям. Вы смотрите на избушку и размышляете, что делать. Свистнуть 3 раза, как было условлено. Да, очень самобытная полуразваленная халупа, но что-то нет желания ее посещать. Так, свистнуть 3 раза. Вы свистите, как вас научили, некоторое время ничего не происходит, так что вы ждете еще какое-то время. Еще какое-то время опять ничего не происходит. Вы свистите опять, на этот раз громче, и еще громче, и совсем громко. Наконец-то он выходит из-за хижины. Несмотря на непримечательную внешность, этот француз никто иной, как специальный агент французского сопротивления. Он подходит к вам. Настоящее вино уложит вас под стол в течение часа. Произносит он пароль, разглядывая вас во все глаза. А обычный вермут свалит с ног за 10 минут. Отвечаете вы, не моргнув глазом. И можно сказать, правда, это то как зверя она завоет, то заплачет, как дитя. А обычный вермут. Чудесно, француз потирает руки. Он придвигается к вам и неожиданно громким голосом говорит: «Что я могу сделать, чтобы помочь вам в борьбе с общим врагом? Вы думаете, как бы получше обрисовать ваши затруднения? Мне нужны фальшивые документы для Иоганна, вы можете что-нибудь сделать? Или, простите, кажется, я лесом ошибся. Про документы спрошу». «Что?» — кричит француз. «Простите, я потерял слух в Эрдоне», — объясняет он. «Там было довольно шумно, так что, пожалуйста, говорите громко и внятно». С этими словами он складывает ладонь лодочкой за ухом и, повернув к вам голову, готовится слушать. «Боже, почему в этой стране нет нормальных партизан?» Бурчите вы себе под нос, прежде чем крикнуть агенту, показывая на своего спутника: «Мне нужны фальшивые бумаги для Иоганна». «Какой бумаги?» – озадаченно переспрашивает он. «Зачем вам нужны бумаги?» И, глядя на его честное, открытое лицо, вы чувствуете, что одним звеном сопротивления во Франции сейчас может стать меньше. Тьфу, вы собираетесь с духом и объясняете еще раз. «Фальшивый паспорт, аусвайс битте!» Вы кричите так громко, что даже птицы перестают петь, и последние местные олени скрываются в свои тайные убежища. Кажется, до него наконец-то дошло. «Вам надо сделать бумаги для этой немецкой свиньи», — говорит он презрительно, глядя на Иоганна. Немец стоит, уставившись в землю, и старается выглядеть как можно более жалостно. Француз созерцает вас, что-то взвешивая в уме. Бормочет он, ну ладно. Это будет несложно, но услуга за услугу. Он изучает вас, сузив глаза. Выкладывай. Иногда мне кажется, что я здесь единственный человек, который может действовать по доброте душевной. Я это записал, говорит. Короче, у нас небольшая проблема, смущенно начинает француз. Но, возможно, я должен представиться. Моя подпольная кличка Рокфор. Или Рокфор. А во второй части, когда персонаж будет записывать что-то в дневник, он будет постоянно говорить, озвучивать это действие. Я записал. Что-то такое. Так вот, продолжает он, нам регулярно сбрасывают с парашютом припасы. Союзники, разумеется. Все посылки приземляются рядом с кладбищем. Но, к сожалению, в последний раз что-то не заладилось, и когда мы подбирали груз, несколько нацистов захватили нас врасплох. Тут его голос мрачнеет. Так что, нравилось нам это или нет, а пришлось спрятать его в катакомбах. Он шмыгает носом. Позволь мне предположить, если я принесу тебе эту посылку, я получу фальшивые документы для моего компаньона, Иоганна фон Гогенхейца.
«Я вижу у вас острый ум, мсье», — отвечает Рокфор. Конечно, этого ответа вы добиваетесь только после пятой попытки проорать всю фразу в его ухо. «Значит, договорились», — заключает француз. «Когда мсье будет готов, пусть он подходит сюда в то же время дня, вернее, ночи, и мы завершим сделку». «Без проблем. Я вернусь сюда буквально в то же время». Я пошел. Так, и теперь мне предлагают типа возвращаться на кладбище, да? Можно свистнуть. Можно пока он ничего не говорит. Про обычный вермут. Я лесом ошибся. А, и пока он не уйдет, я тоже не могу мышкой двигать. Видишь, какая-то... Она внизу появляется. Во-вот, теперь и здесь появилась. Получается что? Получается, мне теперь нужно возвращаться к торговцу, а потом на кладбище.